Всем привет! Вы на канале Spooky Cookie, и сегодня мы поговорим о новой игре от компании HoYoverse Zenless Zone Zero, или проще ZZZ. Анонсировали нам эту игру очень давно, и к сегодняшнему дню уже прошло 3 бета-тестирования. Также у игры с релизом, который намечен на 4 июля 2024 года, появится и собственный новый лаунчер, который объединит все игры в одном месте. Теперь Genshin Impact, Honkai Star Rail и Honkai Impact 3 будут запускаться с нового красочного лаунчера. Прямо сейчас HoYoverse уже перевели всех игроков на это обновление. Если вы собирались поиграть в Zenless Zone Zero на консолях, к примеру на Sony PlayStation 5, то вас может поджидать небольшое разочарование. Чтобы совершить предрегистрацию и дождаться запуска, вам предложат купить игру. Всего за $10 вам накидают различных бонусов на релизе для более комфортного погружения. Для обладателей Sony PlayStation 4 новости не несут оптимизма. Поддержка консоли прошлого поколения вообще не заявлена. Вы, конечно же, сможете играть в эту игру бесплатно, но для тех, кто не разобрался, как активировать игру бесплатно, эта новость выглядела шоком. На HoYoLab были гневные записи о том, что бесплатная игра вдруг стала платной. За месяц до релиза разработчики даже выпустили официальное пояснение к этому моменту, чтобы успокоить разгневанную аудиторию, и заявили, что покупать игру никто не заставляет и не требует. Это всего лишь $10 бонус за предзаказ. И в этом свете недавний опрос в Геншине с неудобными вопросами «Сколько вы зарабатываете?», «Кем вы работаете?», «Тратите ли вы деньги на себя или содержите семью?», выглядит как попытка выжать из своей аудитории еще больше денег. Перейдем к производительности и нововведениям, которые нас ожидают в Zenless Zone Zero. Нам обещают красивую и сочную мультипликационную графику, которую якобы совершенно точно не должна потянуть Sony PlayStation 4 и большинство смартфонов. Для ПК в минимальных системных требованиях значится Intel i5 седьмого поколения и видеокарта на 4 ГБ памяти уровня GTX 970, аналогичные цифры и от AMD. Но что будет с производительностью на релизе на самом деле? Игра Wuthering Waves, столь ожидаемая и разрекламированная как очередной убийца Genshin Impact, буксует на старте. Там сильно хромает начальный сюжет и оптимизация. Хромает на обе ноги. Причем настолько, что разработчики из Kura Games засыпают всех игроков ивентовыми крутками и легендарными персонажами на выбор в качестве извинений за столь сырой старт. А между тем Wuthering Waves за 2 года полировки перенесла несколько бета-тестов, и в ней действительно было много изменений, чтобы получить хорошие отзывы от реальных игроков. Раскрывается Wuthering Waves примерно через 20 часов геймплея. После довольно скучного начала нас стремительно затягивает водоворот событий. Будем считать это порогом вхождения. Но вернемся к Zenless Zone Zero, которая тоже на полировке 2 года. Игру на всем этапе бета-тестирования ругали за душные загадки, скучные бои, откровенный фан-сервис, граничащий с пошлостью, и еще большее количество технических проблем, чем у Wuthering Waves. Игры неизбежно будут сравнивать лоб в лоб, сопоставлять игровые механики, анимации и концепцию. Способен ли новый продукт от HoYoverse стать флагманом, показать всем конкурентам, как действительно надо делать игры? Это мы увидим на релизе, до которого осталось чуть больше недели. Что же хочется отметить на сегодняшний день? Компания HoYoverse за последний календарный год растеряла аудиторию и лояльность игроков. И сейчас у них есть реальный шанс вернуть ушедшую аудиторию и заставить поразмыслить над возвращением тех, кто обиделся. Но для этого придется постараться и предложить игрокам нечто большее, чем есть сейчас. За предзаказ выдают персонажа Корин Уинс, 20 круток и немного базовых ресурсов. Достоверных сведений о будущих событиях в игре нет, как и информации о точном количестве баннеров на старте. Есть мнение, что только ивентовых баннеров нас ожидает как минимум 3, помимо баннера новичка и стандарта. По сюжету мы попадем в постапокалиптический мир в мегаполис Нью-Эрида в роли главного героя Прокси, путешественника и первопроходца по аналогии с другими играми HoYoverse. Разработчики намекнули, что все миры вновь будут связаны, несмотря на внешние различия в дизайне и стилистике игр. Возможно, мы снова увидим знакомого нам персонажа, который кочует из игры в игру.
О самой игре мы обязательно поговорим уже после релиза, когда появится расширенная официальная информация. Сейчас мне хотелось бы затронуть еще одну важную тему. Как только вышел Honkai Star Rail, игроки увидели и сравнили, насколько душными и скучными являются ежедневные задания в Genshin Impact. Насколько удобно иметь постоянный счетчик сундуков на локациях, игроки впервые попробовали автобой, использование автоматической дополнительной смолы, и после всего этого пошла волна негатива в сторону Genshin Impact. Игроки Геншина возмутились. Мы хотим так же. Что принесет с собой Zenless Zone Zero? Какое влияние окажет на уже выпущенные проекты? Ведь на сегодняшний день примерно равное количество тех, кто очень ждет ZZZ, и тех, кто настроен к новинке крайне негативно. Случится ли еще больше раскол аудитории или разработчики подведут все игры к общему знаменателю? А что бы вы хотели видеть в Zenless Zone Zero? Что попросили бы у разработчиков, если бы появилась такая возможность? Смело пишите все свои желания в комментариях. Вполне возможно, что пиар-отдел, отвечающий за работу с комьюнити, будет читать комментарии на YouTube точно так же, как они это делают сейчас в Hoyo Lab, собирая обратную связь. Ну а я благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Смело пишите свое мнение о будущем проекте HoYoverse. Ставьте ваши реакции, если вам понравился данный ролик. Ну а я не прощаюсь. До новых встреч!